Прекращение огня между Ираном и Израилем. Трамп заявил о своей победе. Дорогие зрители, прежде чем мы перейдем к основному материалу, не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на наш канал Reg News. Здесь вы найдете лучшую военно-политическую аналитику на русском языке, качественную, глубоко проработанную и практически на уровне ведущих западных СМИ. Всю самую важную, свежую и, главное, инсайдерскую информацию вы узнаете первыми именно здесь. Спасибо за вашу поддержку. А мы начинаем. На фоне ожесточенного конфликта между Ираном и Израилем президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня. Согласно его словам, перемирие вступило в силу в полдень по восточному времени, и несмотря на первоначальные нарушения, в том числе обмен ракетными ударами с обеих сторон, режим тишины начал соблюдаться. Это заявление вызвало всплеск оптимизма среди международного сообщества, а также на финансовых рынках. Цены на нефть резко упали, а американские фондовые индексы пошли вверх. Коммерческие рейсы в Израиль начали возобновляться. Воздушное пространство стало частично доступным для международных полетов. Однако заявления Трампа и сопровождающие его триумфальные утверждения о победе США и Израиля в противостоянии с Ираном вызвали неоднозначную реакцию. Хотя президент США настаивает на том, что удары американских и израильских сил по иранским ядерным объектам полностью уничтожили критическую инфраструктуру по обогащению урана Исламской Республики, данные, поступающие от разведслужб и Международного агентства по атомной энергии, рисуют иную картину. Согласно информации, опубликованной CNN со ссылкой на 3 осведомленных источника, удары не достигли заявленных целей. Запасы обогащенного урана не были уничтожены, а большинство центрифуг в Иране остались в рабочем состоянии. Один из источников отметил, что, по оценке специалистов, США лишь отбросили иранскую ядерную программу на несколько месяцев, но не ликвидировали ее. Министр обороны США Пит Хексет, напротив, выступил с решительным заявлением о том, что удары были точными и эффективными. Он подчеркнул, что все цели были поражены с максимальной разрушительной силой, и добавил, что сомнения в этом являются попыткой дискредитации миссии и президента. В своем заявлении он подчеркнул, что 14 30-тысячефунтовых бомб нанесли удары по ядерным объектам с идеальной точностью. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит также отвергла сообщения разведки как ложные и обвинила в утечке неудачника низкого ранга, подчеркнув, что передача секретной информации СМИ нарушает закон и подрывает доверие к президенту. Дональд Трамп в Truth Social написал, что объекты были полностью уничтожены. И, по его словам, это все знают. Тем не менее, анализ, проведенный Центральным командованием США и Агентством военной разведки, показывает более умеренные результаты. The New York Times сообщила со ссылкой на официальный предварительный доклад, что подземные комплексы на атакованных объектах остались в основном невредимыми. И хотя атака нанесла ущерб определенным элементам инфраструктуры, она не уничтожила всю систему, как заявлялось. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный ядерной программе, лишь временно приостановит ее, но не остановит окончательно. Международное агентство по атомной энергии также опубликовало свою оценку. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на некоторых объектах, подвергшихся атаке, зафиксированы локальные выбросы радиоактивных и химических веществ. Агентство подтвердило серьезный ущерб объектам по обогащению и конверсии урана, однако заявило, что уровень радиации за пределами предприятий не превышает нормы. Важно, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали целью ударов. В Натанзе, по словам представителей агентства, были пробиты 2 удара над залами, где размещались центрифуги, но окончательный масштаб разрушений пока уточняется. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед нацией, заявил, что Израиль уничтожил ключевые ядерные объекты в Араке, Натанзе и Исфахане, назвав операцию исторической победой. Он отметил, что если бы Израиль не предпринял действий, страна могла бы столкнуться с угрозой уничтожения. Кроме того, он выразил особую благодарность Дональду Трампу, которого назвал величайшим союзником Израиля, и подчеркнул, что США оказали беспрецедентную поддержку.
Нетаньяху предупредил, что в случае возобновления Ираном ядерной программы Израиль нанесет новый удар. Он также добавил, что борьба с Хамасом продолжается, и возвращение заложников остается приоритетной задачей. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что обсудил с главой Пентагона Питом Хексетом совместные действия и подчеркнул, что Израиль будет соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока это делает Иран. Он также отметил, что сотрудничество между США и Израилем в сфере безопасности углубляется и развивается. Посол Израиля в ООН Дени Данон заявил, что угрозы со стороны Ирана больше не существует, однако отказался комментировать сообщения разведки о неполной эффективности ударов. По его словам, сегодня Иран не может создать ядерную бомбу в кратчайшие сроки, но Израиль продолжит внимательно следить за действиями Тегерана. На фоне стабилизации обстановки Израиль начал возвращаться к нормальной жизни. Отменены все ограничения, введенные в ходе конфликта. Открылись школы, возобновилась работа предприятий, сняты ограничения на авиасообщение. Аэропорт Бен-Гурион вернулся к полноценной работе. Ограничения на количество рейсов и пассажиров сняты. По данным Flightradar 24, воздушное пространство Ирана также частично вновь открылось для международных вылетов и прилетов в Тегеран при наличии специального разрешения. Однако геополитическая напряженность никуда не исчезла. Вице-адмирал Чарльз Купер II, выдвинутый Трампом на пост командующего Центральным командованием США, заявил на слушаниях в Сенате о формировании зарождающейся оси между Ираном, Россией, Китаем и Северной Кореей. Он указал, что китайские компании поставляют Ирану датчики, вооружение и компоненты, которые в свою очередь передаются хуситам в Йемене. Эти технологии уже используются против американских объектов. Купер подчеркнул, что подобное взаимодействие представляет собой не просто тактическую угрозу, но и признак глубинного стратегического сближения. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что секретный брифинг по ситуации на Ближнем Востоке, изначально запланированный на начало недели, перенесен на пятницу. Он объяснил это необходимостью предоставить конгрессменам наиболее полную информацию с учетом стремительно развивающейся ситуации. На фоне дипломатических заявлений, резкой критики разведсообщества и сообщений СМИ в Иране прошли уличные демонстрации. Власти Тегерана позиционировали это как празднование победы над Израилем. Однако международные наблюдатели затрудняются определить, что именно иранцы сочли победой. Вероятно, сохранение части ядерного потенциала стало для Тегерана внутренним поводом для мобилизации общественного одобрения и демонстрации устойчивости режима. Параллельно с этим на нефтяных рынках произошел резкий обвал цен. Брент подешевела на более чем $4, а американская нефть – почти на 6%. Это связывают с заявлением Трампа о том, что Китай сможет возобновить закупки нефти у Ирана. Президент также выразил надежду, что Пекин увеличит закупки и у американских производителей. Он назвал это достижение честью и еще одним шагом к стабилизации глобального рынка. Экс-госсекретарь Энтони Блинкен в новой статье для New York Times подверг удары США критике, назвав их необдуманными и ненужными. По его словам, атаки не были необходимыми. Однако он выразил надежду, что нанесенный ущерб позволит Трампу получить нужные рычаги влияния и добиться соглашения, которого ему до сих пор не удалось достичь. При этом Блинкен отметил, что он искренне надеется, что операция прошла успешно, несмотря на его сомнения в ее целесообразности. На фоне всего этого, несмотря на заявление о мире, конфликт между Ираном и Израилем по-прежнему остается взрывоопасным. Временное прекращение огня может в любой момент быть нарушено, если одна из сторон посчитает, что другая нарушила баланс. За кулисами политических заявлений, публикаций в соцсетях и новостных заголовков продолжается борьба разведок, медиа и правительств за формирование общественного мнения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные мировые новости.